Всем привет! С вами Автандил. Недавно мне наконец-таки удалось починить дисковод синтезатора Roland D20, и поэтому сегодня мы поговорим о его использовании в данном синтезаторе. Итак, поехали. Для начала вспомним, что такое дискета вообще. Потому что сейчас это редкий зверь, и, может быть, некоторые из нас уже стали забывать. Дискетки выглядят вот так вот. Сейчас картиночка появится на экране. У них в нижней части может быть два отверстия, слева и справа. Слева отверстие есть всегда. Это такая шторка, которую можно сдвинуть для защиты дискеты от записи. То есть, если шторка у нас не задействована, значит, дискета защищена от записи, и ничего записать мы на нее не сможем. Если шторка закрыта, то, соответственно, на дискету можно писать. И в правой нижней части есть другое окошечко, которое может быть, а может его и не быть. Это окошечко сигнализировало дисководам компьютеров о плотности дискеты. Если окошка не было, то дискета была двойной плотности, то есть ее емкость составляла 720 килобайт. Если там была дырочка в этом месте, то, соответственно, дискета была высокой плотности, и емкость ее была 1,4 мегабайт. Что касается нашего синтезатора, то в специализации написано, что должны использоваться дискеты двойной плотности. На самом деле это все фигня. Можно использовать любые дискеты, которые вы найдете. То есть с дырочкой в правой нижней части и, соответственно, без нее. Итак, поехали. Я беру дискету из коробочки, вставляю ее в наш дисковод, который слева находится, и нажимаю кнопку Data Transfer. В первом меню у нас есть две возможности: Save или Load. Но поскольку я хочу прочитать дискету, то я нажимаю Load. И, соответственно, у нас дисковод оживает, начинает издавать характерные звуки, мигает лампочка, и синтезатор пытается прочитать содержимое нашей дискетки. Поскольку эту дискету я еще не форматировал на синтезаторе, то эта попытка будет безуспешной. И спустя какое-то время нам выдается сообщение об ошибке illegal disk, то есть диск не пригоден для использования. Чтобы сделать его пригодным, мы убираем это сообщение об ошибке кнопочкой Exit. Снова попадаем в меню диска, кнопочкой Display вверх. Перехожу к следующему подменю, и здесь уже нам предлагаются две другие опции: формат или Delete. Мы выбираем формат. Нас спрашивают, уверены ли мы? Конечно, уверены. Нажимаем Enter. И начинается процедура форматирования. Эта процедура длится больше 2 минут. Так что я перемотаю наше видео. Наше форматирование закончилось.
теперь мы еще раз заходим в наше меню дискетки, нажимая кнопку Data Transfer, и еще раз попробуем прочитать содержимое кнопкой Load. Сейчас уже видим другую ошибку No Data, то есть уже не ругается наш диск, что он нелегальный, но данных никаких там нет, поскольку мы их как бы туда и не записывали. Ну что ж, выходим, нажимая кнопку Exit. И сейчас я ставлю другую дискетку, которая уже содержит какие-то данные, и мы попробуем их прочитать. Вот. Вот мы видим, что появляется какая-то информация. И кнопочками Display мы можем, соответственно, переключаться между теми файлами, которые находятся на дискетке. Вот вверх-вниз, но мы перебираем туда-сюда, смотрим, что у нас находится только два файла. У этих файлов есть имя, потом стоит точечка и что-то типа расширения файла. Но это расширение, правда, сделано в виде символов. И давайте поговорим о том, что это за символы. Значит, символ в виде нотки означает песню. Символ в виде такой синусоиды означает звук. И символ в виде такой погремушки – это ритм. То есть это три вида данных, которые мы можем сохранить на дискету и, соответственно, с нее потом считать. Сейчас на экране у нас горят все три символа. Этот формат называется all, то есть все. И если мы попытаемся загрузить этот файл, то мы получим как бы полную информацию. Вот сейчас у вас на экране появится табличка, объясняющая, какие данные находятся в каких типах файлов. И вот мы видим, что в типе файла all находятся все возможные данные. Все 7 типов данных, которые у нас тут есть. То есть все патчи для режима исполнения, все тембры для мультитембрального режима, внутренний банк I, также дорожки секвенсора, ритмическая дорожка секвенсора, 32 ритмических паттерна пользовательских, которые пользователь создал, и, соответственно, сетап ударных. И давайте попытаемся загрузить это все. Нас спрашивают, уверены ли мы нажимаем клавишу Enter. Но поскольку у нас есть попытка записи в память синтезатора, то нас спрашивают, что раз мы такие совершенно уверенные, хотим ли мы однократно снять защиту от записи. Мы это дело подтверждаем, нажимая кнопки Write и еще раз Enter. И, соответственно, у нас пошла загрузка. Тут у нас целая песня, файл типа all, который называется U. Процесс загрузки тоже не сильно быстрый, но, по крайней мере, он быстрее, чем форматирование. Поэтому дождемся. Вот, песня загрузилась. Теперь мы входим в режим секвенсора, нажимая кнопку секвенсор, и видим, что у нас есть такая песня под названием U. Соответственно, можно с ней дальше работать. Теперь мы эту песню сохраним в разных видах на нашу дискетку, которую мы подготовили. Напоминаю, что пока на ней никаких данных нет, нажимаем Data Transfer.
Теперь мы кнопкой Lower выбираем режим Save. И появляется второе подменюшка, где нас спрашивают, что именно мы хотим сохранить. Какой тип файлов. Мы выбираем All. Нас еще раз переспрашивают, с этим ли названием мы хотим сохранить песню. Мы нажимаем Enter. Еще раз Enter. И пошла процедура сохранения песни. Тоже это занимает какое-то время. Но мы народ терпеливый, мы дождемся. И вот на наш новый диск, на котором еще ничего не было, мы сохраняем файл, в котором находится сама песня, view и также все настроечки синтезатора, которые с ней связаны. Вначале появляется вопрос о имени песни, то есть под тем же именем хотим сохранить нашу песню или нет, потому что, в принципе, мы можем ее сохранить и под другим именем. То есть одну и ту же информацию можно сохранить под несколькими именами, как, в общем-то, в обычном компьютере. Наконец, у нас это все дело сохранилось. Значит, давайте рассмотрим еще одну такую тонкость здесь. Вот если мы еще раз попытаемся сохранить нашу песню под тем же названием. То есть мы нажимаем опять Data Transfer, Save, All. И вот нас спрашивают, под каким названием. Мы подтверждаем, что под тем же названием. Она нас спрашивает, уверены? Мы говорим, да, уверен. Вот она пытается начать сохранение, но говорит renew, спрашивает нас. То есть это говорит нам о том, что файл с таким именем уже существует. И файл такого типа. Типа all с названием you. Если мы сейчас нажмем Enter для подтверждения, то песня запишется еще раз. Этот же файл создастся по новой. Но мы не будем экспериментировать с этим. Вы увидели, что произойдет, если мы попытаемся дважды сохранить одну и ту же песню под тем же именем. Для чего это может быть полезно? Например, мы что-то изменили. Мы загрузили песню, что-то в ней изменили и хотим ее сохранить, но под тем же именем, потому что нам не жалко прошлой версии. Нам жалко прошлую версию, поэтому мы сейчас нажимаем Exit. Теперь, пока мы в этом же меню, мы загрузили с вами файл формата all. То есть он содержит внутри информацию о песне, о звуке и о барабанах. И теперь, когда у нас вся эта информация есть, мы можем сохранить 3 файла 3 разных типов. Соответственно, песни, звуков и барабанов. Давайте это проделаем. Нажимаем Save. И теперь выбираем не All, а Song. Вот нас еще раз спрашивают, что под тем же именем хотим мы сохранить. Да, под тем же. Уверены? Уверены. И теперь сохраняется песня.
И видите, вопрос уже не задается. Несмотря на то, что файл с таким именем существует, но у него как бы другое расширение. То есть расширение у него в виде нотки, то есть расширение песни. Ну и также какое-то время занимает процесс сохранения данных. И таким образом мы сейчас проделаем эту операцию со всеми типами данных. Но сохранение песни тоже занимает какое-то время, потому что песня на самом деле у нас длинная. Она около 5 минут. И она, надо сказать, что занимает 43% от всей памяти синтезатора. Вот мы это дело сохранили. И теперь сохраняем, как и обещали, файлы других типов. Значит, опять Data Transfer, Save. И чтобы перейти к другим опциям, мы нажимаем кнопочку Display вверх. И здесь появляется другой выбор. Какого типа файла сохранять, это Sound или Rhythm. Выбираем Sound. И вот обратите внимание, если у нас у песни было название, то у файла звуков уже названия нет. Так что мы должны какое-то название придумать. Ну, чтобы долго не щелкать, я выбираю название А. Напоминаю, что имя можно выбрать с помощью клавиш Value или слайдера Value, соответственно. Ну, слайдер, он более быстро это все делает. Меняет буквочки. И затем, если мы хотим 2 буквы, то переводим курсор на следующую позицию и вводим 2-ю букву и так далее. То есть имя нам такое понравилось. У, О или У0 даже. Сохраняем. Уверены? Да, уверены. Итак, напоминаю, что сейчас мы сохраняем уже информацию о звуке. Вот опять-таки, если посмотреть на нашу табличку, объясняющую, какую информацию содержится в каких типах файлов, мы можем видеть, что в файл синусоиды сохраняются параметры из 3 первых строчек. Так, у нас это дело сохранилось. Ну, как можно заметить, самые длинные грузятся файлы типа all и типа song. И теперь, наконец, нажимаем Data Transfer, Save, переходим к следующему меню и выбираем ритм. У ритма тоже имени никакого нет, но вот я введу первую попавшуюся букву и сохраняем. Уверены. Дважды нажимаем Enter. И идет у нас сохранение. Вот я провел такое исследование и обнаружил, что на нашу дискетку, ну вот я брал на примере вот нашей песни, если в режиме All, то есть все данные, то помещается 2 таких песни. Если в режиме Song, то есть это сохраняется, вот, как видно из таблички, 4 последние типа данных, помещаются 3 песни. Но я могу сказать, что вот эта песня достаточно длинная. Когда песни более короткие, то может поместиться большее количество песен. У меня помещалось до 9 песен. Файлов типа Sound может поместиться 9 штук. А файлов типа Rhythm аж 19. То есть эта информация, она как бы самая маленькая по объему. И поэтому могу посоветовать для организации выступлений
для всех песен из программы использовать один и тот же набор звуков. То есть вот мы видим, что если взять файл типа song и файл типа sound, то они перекрывают все возможные данные. Но у песни у нас, естественно, разные. А вот если мы один и тот же набор звуков будем использовать, то нам достаточно будет для нашего выступления один раз загрузить этот набор звуков, то есть это маленький файл sound, и потом просто подгружать песни. Это будет и быстрее, и меньше дискет надо будет использовать. То есть такой вот просто совет по организации концертных выступлений. Так, значит, мы посохраняли все, что только можно. Теперь давайте посмотрим, что еще у нас можно сделать в режиме дискетки. Нажимаем Data Transfer, Save Load. Это мы уже тут все посмотрели, как бы. Ну, вот сейчас можно нажать Load и убедиться, что на нашей дискетке, вот кроме файла U, у которого все три символа присутствуют, еще есть у нас песня U, еще есть звук под названием УО, и еще есть набор барабанов под названием А. То есть любой из этих файлов можно загрузить отдельно. Ну, давайте вот на примере вот этого набора барабанов загрузим. Опять-таки нам надо однократно снять защиту от записи. Right и Enter. И загружаем данные набора барабанов с именем А. Идем дальше. Data Transfer. Нажимаем клавишу Display вверх и попадаем во второе меню. Ну, что касается формата, мы уже пользовались этой функцией. Теперь посмотрим, что такое Delete. Ну, как несложно догадаться, Delete – это удаление. Но это удаление какого-то из файлов на выбор, одного. И сейчас у нас, опять-таки, кнопками Display вверх или вниз мы можем переключаться между нашими файлами, которые находятся на диске. Ну, давайте, например, песню U выберем для удаления. Нас спрашивают, уверены, мы нажимаем Enter. И, несмотря на то, что на дисплее надпись Disk Deleting, но, в общем-то, эту операцию было бы более правильно назвать файл Deleting, поскольку мы удалили только один файл. А с остальными ничего не случилось. Вот давайте входим опять в Data Transfer, нажмем Load и посмотрим, какие файлы у нас остались на нашем диске. Вот у нас осталось файл All, U, файл со звуком и файл с барабанами. А файл с песней, он у нас стерся. Вот, в общем-то, и все, что можно сказать о работе дисковода, синтезатора Roland D20. Давайте теперь поговорим о ошибках дисковода нашего синтезатора, которые могут быть отображены на табло. Ну, первое сообщение об ошибке будет, если я не вставил диск и пытаюсь что-то с него прочитать. Нажимаем Data Transfer, Load. Сообщение выдается нам Insert Disk. То есть давайте вставьте диск, а потом пытайтесь что-то с него прочитать. Вставляю диск. Операция продолжается. Синтезатор что-то пытается загрузить с дискеты. Но поскольку эта дискета не отформатирована на нашем синтезаторе, это я вставил новую дискетку сейчас, соответственно, синтезатор не поймет, что с ней делать, не сможет прочесть никакую информацию с нее и выдаст сообщение, которое мы уже видели в самом начале, когда мы еще перед операцией форматирования просто вставили новый диск.
сообщение выдается illegal disk, то есть диск не может быть использован с данным дисководом. К сожалению, такое сообщение может появиться и в случае, когда наша дискета, которая использовалась на D20, испортилась с течением времени, и синтезатор уже не может с нее данные прочитать, то есть ее магнитная поверхность разрушена. К сожалению, бывает и такое. Тогда тоже будет выдаваться сообщение illegal disk. Ну вот, я поменял дискетку. Теперь у нас загрузка идет. Но выдается сообщение no data. То есть дискета отформатирована, все нормально, ее синтезатор понимает, но данных на ней никаких он не обнаружил. То есть, соответственно, загрузить ничего с нее не может. И последнее сообщение, которое мы можем увидеть, это сообщение о защите записи на самой дискетке. Вот вы помните, я говорил о шторке, которую можно закрыть или открыть. То есть, когда шторка открыта, то есть мы видим дырочку, если посмотреть насквозь, то значит записать ничего нельзя на нашу дискету. Вот я сейчас проделал эту операцию с дискетой и попытаюсь на нее что-то записать. Команда Save. Ну, неважно что. Допустим, сохранение All. Она вот пытается что-то записать, но говорит нам Disk Protected. То есть в этом случае нам надо посмотреть. Либо у нас эта шторка вообще сломалась, либо ее надо просто поставить так, чтобы в левом нижнем углу дырочка наша была закрыта. Вот это основные ошибки, которые мы можем встретить при работе с дисководом. Ну и в конце нашего видео ответим на мучающий очень многих поклонников данного синтезатора вопрос. Можно ли прочитать на компьютере данные дискеты, подготовленные в синтезаторе Roland D20? Потому что очень многие музыканты сохранили свои работы, соответственно, прямо на дисковод синтезатора, но потом либо сам синтезатор куда-то делся, либо дисковод у них поломался, и поэтому они хотели бы каким-то образом перенести эти данные на компьютер. Наш ответ – нет, 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 нет. Ну, хорошо, не столь категорическое нет, давайте скажем пока нет. То есть пока еще никому не удалось прочитать дискетки, сделанные на Roland D20, на каких-либо других устройствах. Я спрашивал даже у компании Roland поподробнее об этом формате. То есть формат используется очень хитрый. И можно только сейчас пока сказать, что в отличие от основных форматов, которые используются на компьютере, форматы дискет Roland такие. Там одна сторона только и 18 секторов на дорожку. В то время как в обычных дискетах используется 9 или 10 секторов на дорожку и 80 таких дорожек, ну, либо 82 такие дорожки, когда с помощью всяких хитрых драйверов мы немножко увеличиваем емкость дискеты. Тут, к сожалению, такие дискеты пока прочитать не удается. Возможно, опять-таки повторюсь, в будущем кому-то удастся это сделать. Но пока, к сожалению, единственный вариант – это иметь работающий дисковод и загрузить свою работу, свои песни, набор звуков и так далее, загрузить это все в синтезатор и потом с синтезатора уже перекинуть на компьютер. Пока только таким путем. Ну, вот и все на сегодня. Как всегда, если понравилось видео,
ставьте лайки, предлагайте темы для новых видео. Всем пока! Game over, man. Game over.